Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 31 декабря. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. И начинаем с главной темы выпуска. Фрагмент баллистической ракеты хуситов, запущенный из Йемена по Израилю прошлым вечером, упал в Бейт-Шемеше, недалеко от Иерусалима. Обломки ракеты не нанесли серьезного ущерба. Армия обороны Израиля заявила, что ракета была перехвачена средствами ПВО. В центральной части Израиля была активирована сирена ЦВА-Дом из-за возможности падения обломков. По данным наших военных, ракета была сбита до пересечения границы с Израилем. Напомню, что за последний месяц хуситы выпустили уже 11 баллистических ракет по Израилю и не менее 9 беспилотников. Новости на Радио Мария. Одного пешехода зацепил автомобиль, когда он бежал вчера в укрытие во время ракетной атаки хуситов. Служба скорой помощи Маген-Давид-Адом комментирует, что пешеход был сбит автомобилем и получил легкие ранения, когда спешил в бомбоубежище в центральном городе Явне. Позже же стало известно, что в этом инциденте пострадала 18-летняя девушка. Она была доставлена в медицинский центр с травмами груди и конечностей, добавили в службе скорой помощи Маген-Давид-Адом. Сирены, оповещающие о приближающихся ракетах, также звучали вчера и в нескольких населенных пунктах вблизи границы с сектором Газа. Сообщается, что с территории анклава была выпущена ракета. Пострадавших не было. Главные новости Израиля. Посол Израиля в ООН выступил с последним предупреждением йеменским хуситам, которых поддерживает Иран, о необходимости прекратить ракетные атаки на Израиль, заявив, что в противном случае их ждет та же жалкая участь, что и Хамас, Хизбаллу и сирийского президента Башара Асада, если они продолжат в том же духе. Посол Израиля в ООН Дани Данон предупреждает Тегеран, что Израиль имеет возможность нанести удар по любой цели на Ближнем Востоке, включая Иран, добавив, что Израиль не потерпит атак со стороны иранских доверенных лиц. Цитирую. «Хуситы, возможно, вы еще не обращали внимания на то, что произошло на Ближнем Востоке в последний год. Что ж, позвольте мне вам напомнить, что произошло с Хамас, с Хизбаллой, с Асадом и всеми теми, кто пытался нас уничтожить. Пусть это будет вашим последним предупреждением. Это не угроза, это обещание», заявил посол Дани Данон Совету Безопасности ООН. Ну и как стало известно, Совет Безопасности ООН должен вскоре собраться для обсуждения угроз международному миру и безопасности, в том числе со стороны хуситов в Йемене. На прошлой неделе министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар направил письмо послу США в ООН, который в настоящее время является председателем Совета Безопасности ООН, с просьбой провести сессию. Встреча начнется с публичных дебатов, затем же перейдет в закрытое заседание. Посол ООН Дани Данон выступит на этой встрече, сообщает МИД Израиля. По данным армии обороны Израиля, хуситы выпустили ракеты по центру Израиля 6 раз менее чем за 2 недели. И за последний год выпустили по стране более 200 ракет и 170 беспилотников. Хуситы, иранские доверенные лица, уже более года непрерывно наносят ракетные беспилотные удары по израильским гражданам и общинам, а также нарушают международные судоходные пути, пишет Саар. Хуситы также захватывают заложников, включая и сотрудников ООН. Я призываю все страны, которые стремятся к глобальной стабильности, объявить хуситов террористической организацией. Пришло время международному сообществу принять меры для противодействия агрессии хуситов. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Окружной суд Иерусалима просит службу безопасности предоставить обновленную информацию о том, сможет ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху теперь давать показания по делу о коррупции в окружном суде Иерусалима, а не в подземной защищенной комнате в окружном суде Тель-Авива, где он давал показания до этого времени.
Напомню, что дело Нетаньягу о коррупции, связанном с получением подарков, сигар и шампанского, рассматривается в Иерусалимском окружном суде. Однако службы безопасности установили, что меры безопасности в этом суде недостаточны для того, чтобы гарантировать безопасность премьер-министра Израиля, когда он начал давать показания 10 декабря, поскольку в здании нет бомбоубежища и других средств безопасности. В результате премьер-министр давал показания в окружном суде Тель-Авива, хотя на этой неделе слушания отменили из-за операции Нетаньягу по удалению простаты в воскресенье. Окружной суд Иерусалима спрашивает службы безопасности, цитирую, «Произошли ли изменения в обстоятельствах, которые позволили бы провести разбирательство в Иерусалимском суде?» Конец цитаты. Суд поручил предоставить обновленную информацию по этому вопросу. Новости на радио Нария. Житель Петах-Тиквы был арестован за выполнение заданий от имени иностранных элементов, сообщает служба безопасности Шабак и полиция Израиля. И снова отметились выходцы из стран СНГ. 29-летний Александр Грановский был задержан по подозрению в совершении, цитирую, «преступлений против безопасности Израиля», после того, как его заподозрили в причастности к нескольким поджогам транспортных средств. По данным следствия, с ноября Грановский контактировал с террористическими элементами из-за рубежа, а также выполнял для них большое количество различных заданий за денежную выгоду. В Шабак комментируют, что Грановский знал, что эти задания могут нанести ущерб безопасности государства. Шабак открыто не заявляет, что за заговором стоял Иран, однако поставленные задачи имеют сходство и с предыдущими предполагаемыми иранскими попытками. Грановский выполнял следующие задания. Поджег 8 транспортных средств по всему Израилю. Наносил надписи с упоминанием лидера Ирана. Фотографировал государственные объекты в центральной части Израиля. Также фотографировал въезд в район, где живет бывший министр обороны и депутат Кнессета Бенни Ганц. Отправлял все эти фотографии своим кураторам. Кроме этого, Грановский отправлял своим кураторам информацию об израильском гражданском лице с целью проверки его вербовки для различных заданий, таких как покупка военной формы для видеозаписи, в которой он должен был сжечь военную форму, и многое другое. В ближайшие дни Грановскому будет предъявлено обвинение. Этот инцидент стал по меньшей мере 13-м случаем предполагаемого иранского шпионского заговора, который был раскрыт израильскими властями за последние месяцы. В большинстве случаев иранскими агентами были новые репатрианты, выходцы из стран СНГ. Новости на радио Нария. Отдел расследования преступлений, совершенных полицейскими, подал в мировой суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против бойца пограничной полиции. Он обвиняется в нападении на подростка и причинении ему повреждений. По данным обвинительного заключения, в период празднования Дня независимости группа бойцов патрулировала территорию города. На определенном этапе обвиняемый подошел к 14-летнему подростку, который гулял по улице с друзьями, и спросил его, что он курит. Затем обвиняемый отобрал у подростка окурок и потушил его об подростка. В полицию была подана жалоба. Этим делом сейчас занимается отдел расследования преступлений, совершенных полицейскими. И как только что стало известно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу чувствует себя лучше. Его состояние продолжает улучшаться после успешной операции по удалению простаты, говорят врачи медицинского центра в Иерусалиме, добавляя, что нет никаких опасений относительно злокачественных новообразований или рака. Ожидается, что Нетаньягу проведет несколько дней под наблюдением врачей в подземном реабилитационном отделении из-за опасений, что в условиях продолжающейся войны он может стать мишенью. Главные новости Израиля. Израильский авиаперевозчик Эль Аль сообщил о решении продлить приостановку рейсов из Тель-Авива в Москву до конца марта. Этот шаг был предпринят после того, как на прошлой неделе авиакомпания Эль Аль прекратила воздушное сообщение с Москвой, сославшись на события в воздушном пространстве России. После того, как официальные лица Азербайджана заявили, что пассажирский самолет, потерпевший в Казахстане в среду, был сбит российскими средствами ПВО. После проведения комплексной оценки ситуации Эль Аль приостанавливает все свои операции по маршруту Тель-Авив-Москва до конца зимнего расписания, говорится в заявлении Эль Аль.
Решение было принято после диалога с властями страны для понимания ситуации. Пропал 15-летний Шайм Михаэль из Рамадгана. Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Шайм Михаэль был одет в черные джинсы, темно-синий худи с капюшоном. Все, кому что-либо известно о местонахождении Шайма Михаэля, просят позвонить в полицию Израиля по номеру 100. Напомню, что вернулся наш официальный телеграм-канал «Радио Нария». Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Подпишитесь уже сейчас. Отсканируйте своим телефоном на экранах QR-код, который вы сейчас видите, или найдите в поиске Telegram «Радио Нария» латинскими буквами. Также ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Подпишитесь уже сейчас. Главные новости Израиля. Напомню, что важно подписаться и на наш официальный YouTube-канал, который вы сейчас смотрите. Поставьте палец вверх под этим видео, если видео вам понравилось. Если видео не понравилось, поставьте палец вниз. 80% наших зрителей смотрят YouTube-канал «Радио Нария» без подписки. Ваша подписка помогает развитию нашей радиостанции. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Если вы хотите стать спонсором «Радио Нария», под этим видео есть кнопка «Стать спонсором». Израильская служба новостей желает вам счастливого Нового года. Уже завтра, 1 января, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи в новом году.